И вот у нас в руках беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки Jimmy HW11 Pro. Полноценная влажная уборка с засасыванием жидкостей на полу, уборка на ламинате и ковролине, а для ковров можно докупить специальную насадку. А еще можно снять тушку, подключить насадку для мебели и почистить кошачий диван. Моющих пылесосов с такими возможностями в лаборатории еще не было, как и модели с дополнительным распылением жидкости. Безжалостно мочим пятна и убираем одним движением руки. Высокая мощность, автоматический режим, самоочистка и сушка валика. Все топовые функции в наличии и ценник соответствует. Рассмотрим этот комбайн для уборки со всех сторон, протестируем на разных покрытиях и разберемся, стоит ли за него выкладывать 40 тысяч рублей. Пылесос приезжает в разобранном виде. Содержимое коробки выглядит следующим образом. Большая лапа с резервуаром для чистой воды. Бак для грязной воды. Тушка с пылесборником для сухой уборки. Аккумулятор типа банка. 4000 мАч. Неплохо. Шнур питания для док-станции, состоящий из двух частей. Поддон, где пылесос полощет валики. И колонна с клеммами. Разъемы для аксессуаров, их можно закрепить рядом с поддоном. А теперь самое интересное. Моторизованная насадка для мебели. Первый раз вижу такую у моющего пылесоса. Небольшая насадка с щетиной. Простая щелевая насадка. Штанга с рукоятью. Потом подробно расскажу о кнопках. Фирменное моющее средство. На картинке все улыбаются. Перочинный ёршик. В рукояти помещается разрезатель типа птичка и крючок типа лисичка. Загадочный конверт. Внутри инструкция на разных языках, включая русский. И глазастый поролон. Если знаете, зачем он нужен, пишите в комментариях. Комплект поставки впечатляет. С таким набором можно сделать уборку во всем доме и даже ковры привести в порядок. Запасных фильтров в коробке нет, но их можно найти на Озоне. Производительность хорошая, аккумулятор внушает уважение. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Чтобы оценить дизайн пылесоса, его нужно сначала собрать. Сперва поставим на стол лапу. Она устойчивая и надежная, со встроенным бачком на 600 мл. Поворотный механизм с вертикальной парковкой. Пылесос можно бросить в любой точке дома и снять с плиты чайник. Резервуар вынимается легким движением руки. Просто и удобно. Заливное отверстие большое. Можно набирать под краном. Из резервуара вода поступает в раструб через 6 сопел. Но можно дополнительно размыть на полу пятна с помощью распылителя. Как это работает, покажу в ходе тестов. На подошве колеса и опорные ролики, расположенные за раструбом и резиновым скребком. Волос должно наматываться немного. Следующая часть конструкции. Модуль с резервуаром для грязной воды. Устанавливаем его на лапу без всяких саморезов и отверток. Просто до щелчка. Разборка такая же простая. С лицевой стороны предусмотрена кнопка с фиксатором. Резервуар небольшой, полезный объем только 400 мл. Вода из трубки выливается на дно резервуара, а крупный мусор остается на решетке, чтобы его можно было выбросить в корзину. Блок с фильтрами устроен, как сказал бы Шерлок Холмс, гениально. Впускное отверстие. Оно закрыто сеткой, находится с лицевой стороны, а остальная часть крышки образует собой переборку, которая предотвращает попадание воды в моторный отсек в наклонном положении. Можно класть пылесос на пол и каждый день мыть под кроватью, а не один единственный раз, как у большинства аналогов. Дополнительный фильтр. Обычная губка. Ее задача – собирать остатки влаги в потоке воздуха, с чем она и справляется. Но даже если какие-то особо хитрые капли воды все-таки долетят до мотора, ничего страшного не случится, потому что у него стандарт защиты IPX8. Работает 30 минут при погружении в воду без нарушения целостности оболочки. Так что во время уборки под кроватью беспокоиться о пылесосе не стоит. Третий этап сборки. Тушка с мотором и аккумулятором, параметры которого можете рассмотреть в стоп-кадре. Он устанавливается в разъем моторного блока по направляющей. Извлекаем обратно с помощью фиксатора. Можно быстро заменить батарею при уборке в большом доме. У тушки собственная рукоять с кнопками под большим пальцем. Одна включает мотор, вторая переключает режимы. Колба капсульного типа с быстрой выгрузкой через люк внизу, но можно полностью снять и почистить.
Фильтрация 4-ступенчатая. Ограничительная юбка, мелкоячеистая сетка, поролон, HEPA-фильтр. И это не считая еще 2 фильтров в сборе с напольной насадкой. Аллергик смело снимает противогаз. Последний элемент конструкции. Штанга с рукоятью. Втыкаем ее сверху до срабатывания фиксатора, добавляем моторный блок и вуаля! Вот он, пылесос в полном сборе. Рукоять D-образная, с кнопкой под большим пальцем. Средняя кнопка запускает мотор, дальняя перебирает режимы. Автоматический режим, в котором пылесос самостоятельно добавляет мощность на сильно загрязненных участках. Уровень загрязнения отображается цветом индикатора на дисплее. Синий индикатор. Низкий уровень загрязнения. Зачем вам вообще уборка? Красно-синий. Средний уровень. Пора немного потрудиться. Красный индикатор. Высокий уровень. Бросаем кота в окно и хватаем огнемет. И еще 2 режима без автоматической регулировки. режим мытья полов, Влажная уборка на средних оборотах мотора. режим уборки ковров, Высокие обороты без подачи воды. Нажатие на кнопки сопровождается голосовыми уведомлениями на русском языке. выбран русский язык, Но при желании их можно отключить. голосовые подсказки выключены. Отдельно в торце рукояти расположена кнопка самоочистки. И если зажать ее на пару секунд, можно отключить или включить подачу воды на валик. Но основное ее предназначение – это запуск самоочистки после парковки на док-станции, о которой стоит рассказать отдельно. Ее главная фишка, как по мне, это резиновые ножки и присоски. Не будет ерзать по полу, как большинство аналогов. Органайзеры устанавливаются в специальные разъемы. Если по дому носится огромная собака, можно привинтить их саморезами. Сверху устанавливается колонна. Нужно просто задавить ее до щелчка. В углублении для валика сделали ребра для более качественной самоочистки. Чуть выше – отверстие для просушки горячим воздухом. Еще выше – щиток, с помощью которого пылесос набирает воду в поддон. Сзади – гнездо для шнура питания. Вот как выглядит Jimmy HW11 Pro в полном сборе на док-станции. Пока все отлично. Кстати, в целях оптимизации моющее средство можно отправить в ванную, а в освободившийся разъем устанавливаем насадку для мебели. Она туда как раз помещается. Насадка для мебели моторизованная с лепестково-щетинистой щеткой. Замочек открывается без всяких приспособлений. Еще один плюс в копилку инженеров Jimmy. Щетка в раструбе с ограничителями. Но это ей не мешает. В диван вгрызается со звуком газонокосилки. Хорошо собирает шерсть, вытягивает пыль. Насадка с жесткой щетиной. В самый раз, чтобы сделать уборку в шкафу. Щелевая насадка нестандартная, со скошенным носом. Она предназначена не столько для щелей, сколько для сбора тяжелого мусора с ровной поверхности. Первичное знакомство прошло успешно. Несмотря на конструкцию типа трансформер, пылесос легко собирать и разбирать, везде предусмотрены фиксаторы. Пластик качественный, к заводской сборке претензий нет. Jimmy HW11 Pro максимально удобен при планировании уборки. На дисплее отображается не только заряд батареи, но и оставшееся время работы. В сборе с моторизованной насадкой показатели средние. При этом отдельно взятая тушка работает в 1,5 раза дольше. Для уборки в большой квартире этого времени более чем достаточно. 80 квадратных метров я убрал в автоматическом режиме. И еще осталось порядка 20 минут, чтобы почистить мебель. Если у вас, очень большая квартира с 10 диванами, можете докупить еще одну батарею. Ценник умеренный. Пылесос тяжелее аналогов, чуть больше 5 килограмм. Но на эргономике это не отражается. Центр тяжести внизу, рука не устает. Маневренность у лапы средняя, но в труднодоступных местах мыть удобно. Наконец-то под воображаемой кроватью будет чисто. К стене, как обычно, подходим правой стороной, где узкий фиксатор. Шлейф низкой влажности, пол остается практически сухим. Вот как выглядит контейнер после уборки в квартире. Шерсти нет, все собрали робота, которое мы тестируем параллельно, но цвет жидкости в контейнере говорит сам за себя. В зависимости от выбранного режима, пылесос выдает от 70 до 75 дБ. Это средний уровень шума по меркам моющих пылесосов. Тушку можно снять, поэтому мы смогли полноценно проверить мощность. В обычном режиме анимометр показывает 16, а в максимальном 29 метров в секунду. Силу всасывания определяем манометром. 7,3 килопаскаля минимум, 18 максимум. Предполагаю, что указанные в характеристиках 7 килопаскаль отражают силу всасывания в полном сборе.
Дополнительно проводим щелевой тест. На минимальной мощности пылесос уверенно чистит щели глубиной до 6 мм. На максималках вычистил остальную часть стенда, включая 10 мм. По меркам моющих пылесосов, у Jimmy HW11 Pro действительно высокая мощность. Будет ли ее достаточно для сухой уборки, сейчас проверим. На ламинате пылесос хорошо собирает мелкий мусор, включая песок, но скачет по наполнителю, из-за чего приходится возвращаться и повторно обрабатывать пройденные зоны. Всего потребовалось 4 прохода на каждом участке в автоматическом режиме. Результат, как у аналогов. У плинтуса при фронтальном подходе оставляет соринки. Насадку нужно вести боком. Ковролин удалось убрать за 3 прохода. Поверхность чиста, ни крошек, ни песка не обнаружено. Проблемы только в периферийных зонах, которые зачистить до конца так и не получилось. Даже мохнатый ковер удается почистить, но только на поверхности, и махать нужно достаточно долго. Резюме следующее. Ламинат и ковролин убирают нормально, а если в доме ковры, лучше докупить насадку с турбощеткой. Основное предназначение Jimmy HW11 Pro – влажная уборка. Посмотрим, как подопытный справится с тестами. Разлитые жидкости собирают с одного прохода. Консистенция не важна. Кофе, молоко или сок, пол остается практически сухим. Вдоль стены вымывает идеально. Слепой зоны вообще не видно. Пока что это лучший результат в истории тестирования. На майонез и кетчуп понадобилось 2 прохода. Результат хороший. Яйцо с измельченной скорлупой заглатывает без проблем. Макарошки тоже уплетают за милую душу. Только откусывать по чуть-чуть, чтобы не заблокировать воздуховод. Вот как выглядит контейнер после продуктовых тестов. Макароны вместе со скорлупой плотно набились в верхний отсек. Они отправятся в мусорную корзину, а в канализацию только грязная жидкость. Кстати, раструб тоже относительно чистый. Лишь несколько макаронин застряли у правого фиксатора. С кофейным прямоугольником справился за 3 прохода, не считая окантовки, с которой всегда приходится возиться дольше. Распыление воды из носика перед насадкой существенно упрощает задачу и улучшает результат. Но максимально преимущество от этой функции раскрывается при борьбе с присохшим соком и кетчупом. Можно заливать пятна водой и отмывать их быстрее. Присохший сок Jimmy HW11 Pro отмыл с 7-го проезда. Неплохой, хотя и не лучший результат. А вот прилипший кетчуп отмывает всего лишь с 12-го прохода, в то время как большинство аналогов справляется с этой задачей с 30-40 проходов. Наконец-то ведро и тряпка отправятся в чулан. Даже кетчуп можно отмыть пылесосом. Земляную грязь убирает за 8 проходов без промежуточной самоочистки. Разбрызгивание воды через носик ускоряет промывку валика в раструбе, чтобы он оставлял меньше разводов. В целом, качество влажной уборки топовое. Один из лучших пылесосов по борьбе со сложными загрязнениями. Единственный минус – маленький резервуар для грязной воды. Без дополнительного распыления жидкости его хватает примерно на 40 квадратов. А если забрызгивать и распылять пятна, он заполнится гораздо быстрее. Хорошо, что извлечь и опустошить его можно в любой точке дома. Преимущество вертикальной парковки. В конце трудового дня Jimmy HW11 Pro отправляется на станцию, где подзаряжается и приводит себя в порядок. Цикл самоочистки занимает 2,5 минуты со строгим разделением на добавление и засасывание воды, полоскание и отжим. Звучит это следующим образом. На один такой цикл пылесос тратит 200 мл воды. Средний показатель. После самоочистки включается режим просушки, и у него собственный звук. Примерно такой же, как у других моющих пылесосов. Начинается сушка валика. За 1,5 часа валик высыхает полностью, во всяком случае в моих условиях. Обратите внимание, что после тестов у валика нет характерной для таких пылесосов полосатости, потому что он успевает промыть себя в процессе вращения, а не только в местах, где стоят форсунки. Но проблема окрашивания никуда не делась. Белая шорстка окрасилась томатом и стала рыжей. Самоочистка, естественно, не может с этим ничего поделать. После продуктов валик лоснящийся, жирненький. Его неприятно держать в руке. В процессе самоочистки жир был удален. Валик снова похож сам на себя. Кофе оставила на валике бежевый след. И через 2,5 минуты мало что изменилось. Все выглядит так же. После свежего сока валик выглядит как баскетбольный мяч. В процессе самоочистки интенсивность оранжевого цвета удалось немного снизить, но не более. После кетчупа та же ситуация. Равномерный оранжевый окрас всего ворса. После самоочистки ситуация улучшилась, но незначительно.
После грязи валик серый с комками земли и уже с характерной полосатостью, о которой я говорил минуту назад. Самоочистка удалила всю землю, но оранжевый оттенок от предыдущих тестов сохранился. Даже в раковине с моющим средством убрать его не удалось. Теперь так и останется. Что останется? Валик пылесоса. Самоочистка у Jimmy HW11 Pro не впечатлила. За счет дополнительного распыления пылесос полощет валик в полевых условиях, и самоочистка на станции мало что к этому может прибавить. При регулярной уборке инструмент будет практически чистым, а после сложных загрязнений придется стирать в раковине. Пора подвести итоги. Jimmy HW11 Pro соответствует статусу 3 в 1 и существенно ускоряет генеральную уборку в доме. Пылесос справляется с любыми задачами, даже кетчуп быстро отмывает. Распылитель – очень полезная штука. По меркам моющих пылесосов моторчик мощный. Пылесос глубоко вычищает ковролин, а для мохнатого ковра можно докупить отдельную насадку. Управлять удобно. Самый ходовой – автоматический режим. Качество самоочистки ниже, чем у аналогов, но при ежедневной уборке это не критично. Мебельная насадка работает эффективно. По системе оценки Best Robot пылесос набрал 83 балла и занял 3-е место в all-time рейтинге. Jimmy HW11 Pro – хороший вариант для большой квартиры с животными и мягкой мебелью. Частая готовка на кухне приветствуется. На этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!